Короче, берем баночку, запуливаем туда суши и, короче, сейчас банку подставим, этот таракан выползет. Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте сегодня посмотрим очень, возможно, классную и интересную игру, которая называется Encodia. Вот, мы ее посмотрим и в конце видео мы с вами вынесем вердикт. Действительно ли хорошая игра, действительно ли можно играть в эту игру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы начинаем новую игру. Ну, значит, у нас здесь, я смотрю, вступительный ролик. Здесь у нас, значит, мегаполис будущего. Это Нео Берлин 2062 год. А вот все сделано в таких мрачных красках, потому что это киберпанк, а в последнее время киберпанк в тренде. Вот, и у нас, значит, здесь главная героиня — это маленькая девочка, она сирота. Она ходит там, ходит сям, ну, в общем-то, скитается, у нее нет родителей. И в этой ситуации ей помогает, точнее помогает в большом смысле этого слова робот. Большой робот, и большой, сильный и мощный. Вот, он ее спасает от этого, от всего, от пятого, от десятого. Вот, откуда этот робот взялся, ну, никто не знает. И я так думаю, девочка сама тоже не знает, откуда он взялся. Вот, значит, в этой игре они будут преследовать какую-то цель. Возможно, здесь будет раскрыт какой-то заговор корпораций. Ну и все в таком духе. Вот, давайте посмотрим эту игру, посмотрим и определимся. Игра называется Encodia. Значит, игра у нас началась. Игра сделана в таком мультяшном, прикольном стиле. Я, честно говоря, люблю такие игры. Вот такие игры, они прикольные, они интересные. И мне кажется, что такие игры сделаны с душою. Я, конечно, могу ошибаться. Мое мнение не эталонно. И мое мнение может расходиться с вашим. Значит, вот мы с вами в этом убежище. В этом убежище, это убежище наше, у нас тут идет небольшой диалог, вот, и мы разговариваем с нашим роботом. Робот у нас, конечно, такой довольно-таки интеллектуальный. Думаю, Терминатор из фильма «Терминатор» намного тупее и глупее, чем этот робот, потому что этот робот действительно очень прикольный. Так, давайте посмотрим, что же это за игра. Игра у нас, по всей видимости, а точнее не по всей видимости, а с вероятностью 95% квест. То есть мы ходим, мы собираем предметы и выполняем какие-то задания. А точнее выполняем одно целевое задание, допустим, дойти до такой-то точки, сделать это, дойти до другой точки, сделать это, разгадать какую-то тайну, которая скрывается в этом мегаполисе. Ну и все в таком духе. Так что вот так вот. Давайте посмотрим, что же мы здесь можем сделать. Так, здесь у нас блок питания. Ну, давайте глянем, что это за блок питания. Вот, мы получаем электричество от этого блока питания. То есть наше убежище, вот это вот наше убежище питается от этого блока питания. Ну хорошо, ладно, ржавый гаечный ключ. Ну давайте посмотрим. Ага, все, смотрите, замечательно. Мы с вами можем взять ржавый гаечный ключ. Это что, припасы у нас? Ну интересно, давайте глянем. Полезные вещи, которые я собрала. Вообще молодец. Но я думаю, так девчонка такая вообще просто крутая на самом деле. Так, здесь у нас мишка. Угу. Давайте посмотрим. Мой старый плюшевый мишка. Теперь он такой грязный. Блин, его надо постирать. Ну, постирать его надо по любасу. Да, вы знаете, я даже отсюда вижу, что он такой страшноватый. Так, что еще у нас здесь есть? Здесь у нас практически ничего нету. В принципе, мы с вами можем уже перейти на другую локацию и посмотреть. А нет, смотрите, крыша убежища. Давайте глянем. Смотрите, мы с вами еще не все посмотрели. Так, нужна заплатка. Ага, то есть, значит, получается, крыша в нашем убежище
немножко протекает. Ну, это грустно, это очень грустно, потому что, вы знаете, спать довольно-таки очень плохо, когда на тебя капает дождь или еще что-нибудь. Так, давайте посмотрим по интерфейсу, что у нас здесь. Так, по всей видимости, мы можем с вами играть и за девочку, и за робота. Да, вот смотрите, мы можем играть и за робота. Слушайте, это прикольно на самом деле. Управлять таким большим здоровым дядькой, это вообще кара, конечно. Так, ну хорошо. Посмотрим, инвентарь есть у него? Да, смотрите. У них, по ходу дела, общий инвентарь. Что у него, что у девушки. Ну, ладно, хорошо. Так, давайте все-таки переключимся на эту девочку. Мы, значит, с вами переключились на эту девочку. И давайте посмотрим, что у нас на следующей локации. Так, на следующей локации у нас, значит, продолжение нашей крыши. Ну, что здесь у нас? Маленькое соединение труб. Ну, хорошо, давайте возьмем. Да, смотрите, она берется. Возможно, в будущем эта маленькая трубочка, вот эта, она нам пригодится. Но это по любасу. Потому что это квест, а в квесте ничего просто так не валяется. Давайте посмотрим. Бак. Ага, бак. Бак с водой. Ну, это хорошо. Это очень хорошо, что есть вода. Так, дыра в стене. Это интересно. Давайте посмотрим, что же это за дыра в стене такая. Просто глубокая дыра в стене. Похоже, там что-то есть. Ну, слушайте, давайте просунем руку и посмотрим, что же там лежит. Ну, ага. Ой, меня что-то укусило. О, черт, блин, главное же не заразиться чем-нибудь. Может быть, надо чем-то подковырнуть это что-то, что укусило. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, у нас, значит, с вами есть гаечный ключ и есть труба. Давайте попробуем трубой подковырнуть. Не сработает. Ну, хорошо, ладно, давайте ключом попробуем. Ага, использует ржавый гаечный ключ, дыра в стене. Не работает, да. По ходу дела эта фигня не работает. Ну хорошо, ладно, давайте посмотрим. Электрический столб. Угу. Что это такое? Ага. Очень-очень высокий. Электрический столб очень-очень высокий. Хорошо, давайте отойдем девочкой и возьмем нашего робота. Да. И попробуем нашим роботам что-то сделать. Ага. Смотрим. Так, высоковольтная линия электропередач. Но я думаю, сюда не стоит лезть. Потому что высоковольтные линии, там очень такое жесткое, очень жесточайшее напряжение. Но и оно может очень сильно повредить вашему здоровью. Давайте спустимся вниз и глянем, что же у нас внизу. Так, ну, значит, мы с вами спустились вниз. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Здесь, возможно, что-то интересное есть. Так, здесь у нас, значит, стоит какой-то человек. Вот, и что-то здесь. Помойка, что ли? Да, по ходу дела это помойка. Конечно, в помойке ковыряться не очень. И тем более делать селфи на фоне помойки — это вообще полное говно. Вот, но у нас тут есть какой-то диалоговый рычажок. И давайте, короче, нажмем на этот рычажок и посмотрим, что же здесь. Так, куча мусора. Ну, естественно, это же помойка. Ну, давайте возьмем. Возьмем и посмотрим. Как мило, здесь есть испорченные суши и сломанная дискетка. Ну, ладно, хорошо. Предметы вообще, честно говоря, бесполезны. Но может быть, нам они пригодятся. Ну, это же квест, вы сами понимаете. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь у нас. Так, кусок антенны. Это интересно. Можно даже взять его, ну, просто замечательно. Все, смотрите, кусок антенны есть у нас. Я думаю, по любасу этот кусок антенны нужно куда-то воткнуть. Так,
Смотрите, у нас есть испорченные суши, и у нас есть вот эта дыра. По всей видимости, вот это маленькое животное, которое там сидит, а может быть там сидит какой-то гигантский большой таракан, ну, конечно, в пределах разумного. И мы попробуем нашими испорченными суши этого таракана оттуда выманить. Ну, давайте попробуем. Мгм. Ой, ну, хочу, чтобы что-то живое ползло Не хочу, чтобы что-то живое ползло по моей руке. Вы знаете, честно говоря, здесь немножко неразборчиво это написано, поэтому я не всегда могу нормально прочитать. И вы знаете, что мне не понравилось здесь? То, что быстро пропадает надпись. Вот в чем дело, ты не успеваешь прочитать ее. То есть, значит, девочка не хочет сувать туда суши рукою. То есть она боится, что ее опять какая-то гадость, которая сидит там, укусит. Посему, что мы сделаем? Мы возьмем суши и попробуем привязать к антенне. Да? Нет, ну слушайте, не получается. Хорошо. А давайте сюда привяжем. Нет, да что ж такое-то? Ну хорошо. А может быть вот так? Неправильный выбор. Вообще неправильный выбор. Хорошо. У нас есть еще один вариант. Давайте выберем робота и попробуем роботом засунуть туда эти суши. То есть роботу-то какая разница-то? Ну, давайте. Ага. Мои пальцы туда не пролазят. Ну что такое? Ну что? Ну, ё-моё, ну что делать-то, честно говоря, не знаю. Может быть, антенной как-то его, этого мерзавца? Нет, тоже не получается. Ну, вообще, честно говоря, странновато как-то это все. И так не получается, и сяк не получается. Но, вообще-то, мы, наверное, не догоняем до чего-то. Это по-любасу. Но, вы знаете, вот это существо, которое там сидит, ну, его по-любому нужно оттуда выманить. Как выманить? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, банкой, ну, засунуть туда банку, чтобы оно выползло в банку. Думаю, сначала нужно раздобыть. Что раздобыть? А хрен его знает. Я так и не понял. Послушайте. Может быть, суши надо в банку положить? Может быть. Давайте попробуем. Давайте. Вот, отлично. Вообще, смотрите. Вообще прикольно получилось. Короче, берем баночку, запуливаем туда суши. И, короче, сейчас банку подставим. Этот таракан выползет и заползет в банку. И мы банку закроем. Вообще, огонь. Планы наполеоновские. Давайте попробуем. Посмотрим, получится или нет. Ага, поймали. Хорошо. Что здесь у нас? Угу. Ну я же вам сказал, там таракан. Ёпаный свет. Вообще, офигеть можно. Ну хорошо, давайте посмотрим теперь. Просто глубокая дырка в стене. Похоже, там что-то есть. И мне кажется, там что-то ценное есть. Давайте глянем. Угу, так, круто. Смотрите, у нас билет. Вау. Билет на литобус на одного человека плюс одного робота. Слушайте, вообще круто. Теперь у нас есть билет на литобус. Ну, что я вам могу сказать по поводу этой игры? Игра классная и прикольная и интересная. То, что я говорил в самом начале. Вот, игра красивая, хорошая графика, не агрессивная и прикольная. И еще, что самое главное, она не кровожадная, она добрая. И это очень важно. Вы спросите, почему это важно? А я вам отвечу, потому что в эту игру можно играть с детками, с большими, маленькими и чуть-чуть взрослыми. Так что играйте, папы, мамы, играйте со своими детьми в эту игру. Я вам рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих обзорах.